В Йоханнесбурге, город, в котором белые передвигаются исключительно на автомобилях. Но я рискну прогуляться по этому городу, а также побываю в одном из самых опасных районов. Вот такие домишки, в них живут люди. После того, как я начал снимать видео в том магазине зарешоченном, с нами произошла интересная ситуация. Йоханнесбург – самый опасный криминальный город Южной Африки. После падения апартеида черные стали выселять белых с благополучного центра ближе к окраинам. В итоге получилось так, что ранее благополучный центр превратился в криминальный. Но даже в так называемых безопасных районах, где проживают белые, нельзя чувствовать себя в полной безопасности. Ну вот еще пример соблюдения безопасности в городах ЮАР. Заборы с проволокой, которым подведен электрический ток. И это находится в безопасном районе. Но мы все-таки решили провести самостоятельный тур по центру города. Для этого мы выбрали туристический автобус, который курсирует практически по всему городу и останавливается во всех его значимых местах. Существует аудиогид, который совершает вместе с тобой экскурсию по городу. Аудиогид представлен на многих языках, в том числе и на русском. Отправной точкой прогулки по городу мы выбрали самое высокое здание, которое называется Top of Africa. Здание Top of Africa, 50-й этаж, самое высокое здание в Йоханнесбурге, с которого открывается вид практически на весь город. В общем-то, вот так вот выглядит Йоханнесбург с высоты 50-го этажа. Честно говоря, мне это не особо впечатлило. Ну а мы тогда пойдем прогуляться по городу. В Йоханнесбурге, город, в котором белые передвигаются исключительно на автомобилях. Но я рискну прогуляться по этому городу, а также побываю в одном из самых опасных районов. Я зашел в магазин практически в самом центре Йоханнесбурга, который больше похож на деревенское сельпо. Такой же магазин около моего номера. Еще Йохан называют городом золота, потому что благодаря именно золоту возник этот город. Но зато мы видим, какие здесь есть супермаркеты.
Йоханнесбургом зарешочено. Когда мы крутим. Вот видите, все находится за решеткой. Я так понимаю, это все в целях безопасности. После того, как я начал снимать видео в том магазине зарешоченном, с нами произошла интересная ситуация. Подошел охранник и попросил нас просто не делать видео и вообще из этого магазина дальше не уходить. Ну, он прямым текстом объяснил нам, что нас здесь просто ограбят. Могут сорвать рюкзак с плеч, могут вырвать телефон. Если увидят камеру, то 100% ее отберут. Объяснил это все тем, что Белый здесь просто-напросто ненавидит. Я попросил этого охранника, чтобы он это все рассказал на видео. Он категорически отказался и сказал, чтобы его на видео не снимали, так как он здесь работает нелегально и для него могут быть плохие последствия. Но несмотря на нашу не совсем удачную попытку прогулки по городу, мы все-таки не оставили эту идею, а попытались найти местного гида, который смог бы нас провести по интересным местам Йоханнесбурга. И слегка погуглив, мы наткнулись на местного туроператора, который как раз и предлагал то, что нам было интересно, а именно тур в район Савета. Для тех, кто не знает, скажу, что это такой своеобразный район, в котором как раз и располагаются трущобы Йоханнесбурга. Помимо прочего, этот тур предлагает посетить основные достопримечательности города, то есть музей, дом Нельсона Манделы и так далее. Ну, лично для меня такие вещи не очень интересны, а интересно вот именно посещение таких колоритных, можно сказать, экзотических мест, где можно непосредственно пообщаться с местным населением. Помимо прочего, именно в этом месте снимался очень известный фильм «Девятый район». Тем, кому интересно, ссылку на эту контору я оставлю в описании. Ну а мы с вами сейчас отправимся именно в этот район. So in Soweto we don't do them. We actually live with our. It's Mahot's here. Oh, it's summer that side. Yeah, it's a summer. Okay. Спросил, он здесь живет, да? You live at this? Yeah, I live here. It's a weather. Yeah. And I'm a taxi driver. Совсем недалеко от трущоб Савета находится вот такое здание, по всей видимости, религиозное. Я, честно говоря, прослушал объяснение гида, что это такое есть на самом деле. И даже впоследствии пытался найти его в интернете, но так у меня это и не получилось. Возможно, кто-нибудь из вас знает об этом, можете в комментах об этом написать. Гуляя по району, и стоило только нам отстать от нашей туристической группы всего на несколько метров. Что не хотят-то? Где не хотите? Нам тут же пытались подойти местные ребята со всевозможными просьбами. Хочу отметить, что гид постоянно напоминал группе то, что всем держаться вместе и ни в коем случае не пропадать из вида. И сам тщательно следил за этим. Надо было больше конфет брать. Здесь я захотел немножко сыграть в кубик с местными ребятишками, но им эта идея, видимо, не очень понравилась. Хотя конфеты они взяли с радостью. Уже перед самым входом в трущобы к нам присоединился местный парень, который был нашим гидом по этим самым трущобам. Здесь нам снова напомнили, что надо держаться вместе и никуда не отходить далеко от гида. Вот слева находится наш гид по всему маршруту Йоханнесбурга, а справа, как вы, видимо, уже догадались, тот самый местный парень, который показывал нам трущобы.
домишки, в них живут люди. Хай. Конфет не взяли. Да, давай монетку дай. И мне дай. Кстати, мне там монетку много в каком-то кармане. Ну а здесь я решил немного отделиться от группы, чтобы, так сказать, побольше почувствовать колорит места. Ну что, смотрим настоящую африканскую жизнь. Хай. Хай. Вроде никто пока грабить не собирается. Уже зовет, уже зовет. По всей видимости, просто эти мужики не успели въехать. Откуда взялся этот белый чувак? Ну а гида удивило мое поведение. Thank you. Сейчас я хочу вам показать небольшой двор в трущобах, затем фрагменты из фильма «9 район». А вы для себя сравните схожесть. Так, вот смотри, это на самом деле проблема, это символ банды. Ты видишь? Далее, гуляя по трущобам, мы проходили мимо дома одного местного парня и просто попросились осмотреть его дом. Кэм? Го. Это типичная бандитская лачуга, уж поверьте. Мы найдем здесь оружие. Вот один из самых опасных районов Африки. Но люди довольно доброжелательные, неожиданно совершенно. You live this? You live this? No, this is my house. Songs about other goddesses from the African diaspora, Mami Wata, inspiring. And then people You sleep. whose names in the songs and whose embodiment in the songs is what actually... Чуть не упал. Ну, стандартное жилище в Совета. Но здесь я немного ошибся. У этого парня далеко не стандартное жилище для Совета, а можно сказать самое респектабельное. У него неплохой телевизор, холодильник, микроволновая печь и относительно просторные комнаты. Так что можно сказать по местным меркам это олигарх. Which I noticed yesterday is now charting number 3 or 4 in South Africa on iTunes or CD purchases. So it is available here. Наш ягермастер разбавили спрайта. Goodbye. Хай. Вот на еще одно жилище Совета. Нет. В общем, гид рассказал, когда начинается дождь, здесь становится невыносимо, потому что через крышу протекает вся вода. Печка. Шкура козы. Был на Филиппинах, люди там живут на кладбищах. Но здесь обстановка гораздо хуже. Все продается из-за решетки. Наверное, опять же, ценник безопасности. Хай. Бар Совета. Хай.
Здесь вот этот парень просит, чтобы я ему купил бутылку лимонада. Сван? Наверное, просит пива. Hi, girl. По поводу девушек, они здесь довольно контактны. Но знакомиться с ними навряд ли стоит по целому ряду причин. Глаз. Have глаз. Глаз. О, местный чувак стакан принес. Давай, давай, налью тебе. Bye-bye. Goodbye. Goodbye, my friend. Ну что, уважаемые подписчики и зрители, как вам район Сауэто? Колорита хватило? Еще одна достопримечательность из тех, которые мы посетили и которую стоит отметить, это электростанция Орландо. Она закончила свою работу в 1998 году, а сейчас используется для экстремального аттракциона, так называемого прыжка банджи. А там он наверху делают прыжки на канате. Прикольная штука, разукрашена здорово. Также рядом с электростанцией есть ресторан, в котором можно попробовать южноафриканскую пищу. Я вообще люблю пробовать местную еду в странах, которые посещаю. Вот такая местная еда. А what is this? That's pap. Let's spa? Pap. Yes. Попробуем на вкус. This is chakalaka. And coleslaw. На вкус как слегка соленая манная каша. В принципе, довольно неплохой стол. This sauce for this? Sorry? This sauce for Yeah. Spice? Yeah. Spice? Yeah, a little bit. Okay, you just pass that. What ingredient this? Chakalaka. Шоколад? Chakalaka, yes. Ну что, будем пробовать. Это что у нас? Типа капуста с майонезом. Это неплохо. Типа нашего личо. А это острый соус. Ну вот, в принципе, стандартная южноафриканская еда. Приятного аппетита мне. После обеда мы посетили дом-музей Нельсона Манделы и музей апартеида. Но такие места мне не особо интересны, и поэтому времени для них в этом видео не выделено. Но я хотел бы узнать, насколько вам интересны такие города, как Йоханнесбург и места, как район Сауэто. Или все-таки красивые пляжи и респектабельные курорты вам интереснее? Напишите об этом в комментах.